Так, дорогая Тина, я очень рада видеть вас на нашей конференции «Женщины влияния». Dear Tina, I'm very happy to see you at our conference, Women of Influence. И проект Тины называется Woman by Design, женщина по дизайну. And Tina's project called Woman by Design. Они с мужем служат в Австралии, на другом материке, на другом конце планеты. She and her husband, they're ministering in Australia, totally on a different side of planet. И с ней, конечно же, мы познакомились в Риге. Вы уже, наверное, поняли, что все точки или все встречи глобальные происходят в Риге. Так что, если вы еще этого не поняли, вам обязательно нужно прилететь на какую-то конференцию в Ригу. And all pinpoints are meeting. So if you don't understand yet, you can go to the Riga, and there is amazing meetings there. Так лучше слышно? Нет, так хуже стало слышно. Угу. Так. И, Тина, я была просто впечатлена той работой, которую вы с мужем делаете. И, наверное, самое главное, что мне запомнилось, это когда вы сказали, что мы вкладываем в людей, и наша задача поднимать людей. Сделав известным тех людей, которые с нами, мы тогда станем известными. Наша цель не сделать известными себя, наша цель сделать влиятельными людей, которые рядом с нами. And when you said that you're including in people, so the goal is not to be famous itself, but raise people, raise other people. И очень хотелось, чтобы вы поделились тем посланием, которое у вас есть, и рассказали о том, чем вы занимаетесь там, как вы служите женщинам, и поделились своей историей. We really want to hear from you, your testimony, the way you minister to other people. Yeah. And thank you so much for being part, and it's your time, so we're not going to interrupt you for next 30-35 minutes. Oh, thank you, Yelena. I don't mind being interrupted. Спасибо, Елена. Вы можете меня перебивать. My husband does it all the time. Мой муж всегда так делает. So I'm well trained. Так что я натренирована, чтобы меня перебивали. But thank you so much for this opportunity. Hello to Yelena and the Women of Influence. И спасибо очень за эту возможность. Привет Елене и всем женщинам влияния. I am so excited to be a part of this platform. Я очень рада была быть частью этой платформы. I met Yelena in Riga in March. Я встретила Елену в Риге в марте. And I just loved what she was doing. И мне очень нравится то, что она делает. And so it's really great to be a part of this platform. Это очень прекрасно быть частью этой платформы. And to speak a little bit about my testimony and Women by Design and just what God's put on my heart. И поделиться моим свидетельством, то, что Бог делает в моей жизни. I love how this is a global platform because I know that someone is in Sacramento, somebody else is in Ukraine, and I'm in Australia. И я очень рада, что эта платформа, она глобальная, потому что кто-то в Сакраменто, кто-то на Украине, а я в Австралии. And I'm not Slavic, I'm actually from the Pacific Islands. И я не славянская, я с Pacific островов. Which is a region way down under. Они находятся внизу, где Дандова. But I love how God is bringing women together across the globe. Но мне очень нравится, как Бог поднимает женщин по всему миру. And I believe that in this hour, God is doing a great thing in raising an army of women. И я очень верю, что в это время Бог поднимает армию женщин, Он делает очень что-то прекрасное.
So just a little bit about me. I'm married. I have 4 teenage children. Немножко о себе. Я замужем, and how many children? 4. У меня 4 детей. And obviously we live in Australia. И мы живем в Австралии. And I run a faith-based movement for women called Women by Design. И я лидирую христианское движение «Женщина по дизайну». And so Women by Design is a project that God gave me about 8 years ago. «Женщина дизайна» — это проект, который Бог дал мне где-то 8 лет тому. And he gave me a specific name with a specific vision. Он дал мне конкретное имя с конкретной целью, видением. So the name is Women by Design because God created women in a specific pattern and design that is different from men. И оно называется «Женщина дизайна», потому что женщина, она сотворена по-другому, чем мужчина. So God was really speaking to me about finding that pattern and design for us as women. It's not like in the movies. It's not like media tells us. И Бог говорил ко мне, чтобы найти этот дизайн для женщины. Это не так, как кино происходит. Это не то, что нам говорит медиа. Because many women, myself included, have lost and this is previous to God speaking to me about this, many women have lost their design and their pattern and the identity that God called them into. И многие женщины, они потеряли тот замысел, который Бог вложил в них. And so God is calling women back to their original design and pattern as He intended. И Бог призывает женщину к первоначальному замыслу, так как Он спроектировал, так как Он создал. And so that's why we're called Women by Design. And then our vision is empowering women to fulfill God's purpose. И наше видение — это вдохновить людей, чтобы они исполнили Божью цель, предназначение. And again, God was very specific in speaking to me about this vision. И Бог очень конкретно со мной говорил насчет этого видения. He said, women are unique. Он говорил, женщины, они уникальны. He said, he's given women a special uniqueness and pattern and design that is different from men. И он говорил, что он дает женщине уникальное предназначение, отдельное, не то, как мужчинам. And that this movement for women is to empower women in their original identity and pattern and design as God intended. И это движение, чтобы вдохновить, поднять женщину, двигаться в том предназначении, которое Бог предназначил. And so we empower women not just in churches, but really we're about empowering women and fulfilling God's purpose for them. И мы уполномачиваем или даем возможность женщинам подняться не только в христианской сфере, но вообще женщину подняться. And so for many women who may be Christians, who may have grown up in the church, many times a lot of women think that their purpose is based around their ministry. И многие женщины, которые в церкви находятся, они думают, что их цель или предназначение, оно связано с служением. But that's not the truth. Но это не так. The truth is that our purpose is whatever God's assignment is to us and where He's put us to go and be everything we're supposed to be. И наше предназначение — это то, что Бог предписал для нас, чтобы мы были все то, что Он предназначил нам быть, тем, кем Он нам предназначил, сотворил нас быть. So you could be in media, you could be in business, you could be in education and politics and law, you could be in health, you could be in any sector of society. И вы можете быть в бизнесе, вы можете быть в политике, вы можете быть в любой сфере в обществе. But I think what God wants us to understand right now is that wherever He's put us, He has a plan and a purpose for us.
И я верю, что Бог хочет сейчас для нас, чтобы мы поняли, где Он нас поставил, Он имеет цель для нас там, в том месте. And I want to encourage every woman that nobody can do what you're doing. И я хочу вдохновить каждую. Никто не может сделать то, что ты делаешь. You are unique, you are different, you are special, you are everything that you are supposed to be. Ты уникальна, ты особенна, ты все то, что ты должна быть. And it's time for women to rise up and be unapologetic about who they are and what they're called to do. И это время, что для женщины подняться без никаких извинений, не подняться и быть тем, кем ты должна быть. And so our mission is really about empowering women to become everything they're called to be. И наша миссия — это вдохновить, дать силу женщинам, чтобы быть всем, что Бог их предназначил, кем быть. To empower women who to fulfill their purpose in life, to find direction and to finish it. Уполномочить женщин, чтобы они исполнили цель от Бога в их жизни и закончили, прошли до конца. And we've been really blessed to see so many women so empowered to come from 0 to 100 in our conferences, in our events, and our nights together, because what it's about is championing women, is encouraging them. И мы очень были благословенны видеть многих женщин на многих конференциях, проходить от 0 до 100, подниматься в своем призвании. Это очень большое благословение. And so we've helped women in terms of getting into politics, starting businesses, starting an educational institute. That's what we're about. И мы вдохновляем и помогаем людям входить в политику, женщинам, начинать бизнесы, вступать в свое служение и свое предназначение. Это то, что мы делаем. And so I love working with women. Part of my passion, my message is for women to empower women. И моя страсть, мое слово и то, что у меня вложено, это вдохновлять и поднимать женщин. Because I firmly believe that the women of the world are the untapped resource. И я очень твердо верю, что женщина веры — это сильный ресурс. And so it's time for women to be unlocked and unleashed. Это время для женщины быть открытой, отомкнутой и высвобожденной. So I'm very passionate about women being set free and just going for it. И для меня это целая страсть, чтобы женщины, они освобождались, и они просто шли вперед. Let us not let culture or tradition or religion or man's opinion hold us back anymore. И давайте не будем разрешать нашей культуре, религии или еще чему-то удерживать нас. It's time for women to arise and be everything that they are called to be. Это время для женщины подняться и быть всем, кем они призваны быть. We need to get rid of the lies. We need to get rid of the past. We need to get rid of everything that is blocking us from being who we're called to be. И нам нужно освободиться от всякой ложи, от всякой неправды и просто быть теми, кем мы предназначены быть. And I'm sorry, sometimes I feel like I get a little bit violent because I just want to smash things off women to set them free. Иногда мне кажется, что я аж не злюсь, а просто меня расстраивается, мне хочется выбить все, чтобы женщины были тем, кем они должны быть. And so, so we've been doing this for about 8 years, and we also recently started a Girls by Design, which is for girls aged between 12 and 18. И мы работаем в этом служении где-то 8 лет, и мы занимаемся женщинами, с девушками подросткового возраста. Because I really believe that if we can get girls to know very young who they are, their identity, their calling, their purpose, that they will have a better start in life than maybe many of us did. И девушки в подростковом возрасте, когда они подрастают, это самое благоприятное время, чтобы им помогать и чтобы они знали, кто они есть, для чего они созданы. And so we are working with young girls today because
I find that many young girls come from broken homes. И многие девушки, они приходят с разбитых домов. And often when you come from a broken home, you lose that pattern and design as God intended for you as a young girl. И когда ты приходишь с разбитого дома, ты теряешь то, что Бог приготовил, для чего тебя Бог создал. So we are working to restore to them their identity, their value, and their worth. И мы работаем, чтобы восстановить их личность, их ценность. Because imagine if we have a whole generation of young girls knowing who they are and knowing their worth. И представьте, что поднимется целое поколение девушек, женщин, которые знают, кто они есть, и знают ихнюю ценность. And so I've found it, and I just wanted to share a couple of things this morning. It's morning here, it might be nighttime over there. И я хочу поделиться с вами в это утро. У меня утро, у вас, наверное, вечер у некоторых. But I just wanted to share a couple of things about a woman's worth. И я хочу поделиться несколькими моментами о ценности женщины. Because I find, and in this journey of life, I find that many times a lot of the issues and problems that we have as women is because we don't know our worth. И я вижу, что в нашем жизненном пути многие проблемы у нас появляются потому, что мы не знаем нашу ценность. We don't know how valuable we are. Мы не осознаем, насколько мы ценны, драгоценны в его глазах. Я отключилась? Уже нет, уже вернулась. Ой, извиняюсь. So we need to know how valuable we are. Нам нужно знать, насколько ценны мы. Now, I'm kind of considered middle-aged now, maybe. Я сейчас в среднем возрасте нахожусь. And throughout my whole journey of life, something I've learned and something that I've struggled with, which I believe many women struggle with, is knowing my worth. И в своем жизненном пути, с чем я очень много страдала, я знаю, очень многие женщины страдают этим, это знать свою ценность. Is knowing how truly valuable I am. Чтобы знать, насколько драгоценна я. And I believe that once women know how valuable and worthy they are, that it will unleash them and unlock them to be everything they're supposed to be. И я знаю, когда люди осознают, женщины осознают свою ценность, это их просто высвободит, быть теми, кем они должны быть. If we were honest with ourselves, many of us base our value and our worth on what we do, on raising children, on having an education, how much money we have. И если мы будем честны с собой, то мы часто определяем свою ценность, что я делаю, сколько у меня детей, как я ращу своих детей, сколько у меня денег. Now, all of these things are really great things. И все эти вещи, они прекрасные вещи. And indeed, we should have them in life. И да, нам нужно иметь их в своей жизни. But we shouldn't find our worth and our value in those things. Но мы не должны находить свою ценность или свою драгоценность в этих вещах, определять. Because if we find our value and our worth in those things, when something like COVID-19 comes along, suddenly we feel worthless. Потому что если наша ценность, она вся в этих вещах, и что-то произойдет, как сейчас COVID-19, то мы будем чувствовать себя бесценными. Because I may have lost my job, or I may have not been able to afford to keep going to school, or I may have lost my business. Может, я потеряла свою работу, или я не могу больше ходить в школу, или я потеряла свой бизнес. And when those things happen, and if my self-worth and my value is in those things, then my value is going to go right down. И если эти вещи произойдут, и моя ценность, и мое, как я себя оцениваю, оно находится только в них, то оно все уйдет вниз, пропадет.
And how important it is in this season right now with COVID-19 to understand our worth and our value so that the circumstances around us don't pull us down. И как важно понимать, что наша самооценка и наша ценность, она не находится в этих вещах, чтобы оно нас не утягивало вниз. So I want to share a little bit on our worth and our value this morning. И я хочу поделиться немножко о нашей самооценке, о нашей ценности в это утро. And as I said, as a faith-based movement, I'm going to use the Bible. И так как мы основаны на христианских ценностях, я буду использовать Библию. Because I believe that this is where we get our truth, we get our North Star. This is where my source of everything comes from, is from God and His Word. Потому что я верю, все, что у меня есть, весь мой источник, он приходит оттуда, от Бога. And so I'm going to read from Genesis 1. Я прочитаю Бытие 1 глава. And verse 26, 27, and 28. И 26 по 28 стих. Okay, and it says, then God said, let us make man in our image. И Бог сказал: сделаем человека по подобию своему. According to our likeness. По своему подобию. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air. И дадим им власть владычествовать над рыбами морскими и над птицами небесными. Over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. И над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. So God created man in His own image. И Бог сотворил человека по своему образу. In the image of God, He created him. И по образу его Он сотворил человека. Male and female, He created them. Женщину и мужчину Он сотворил их. Then God said to them, then God blessed them and said to them, И Бог благословил их, сказал им: be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. будь плодоносным и умножайся. Размножайся, наполняй землю и обладай ею. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. И властвуй над всеми рыбами морскими, над всем скотом и над всей землею. So here's what I want to say to women today. И то, что я хочу сказать женщине сегодня. That God who created all things, heaven and earth, universe, everything. Бог, который сотворил все, Он сотворил небо и землю, Он сотворил весь все. He created women in His image. Он сотворил женщину по своему образу. So when He said, let us make man in our image according to our likeness, He said, and then it says, male and female, He created them. И написано, что сотворил человека по образу нашему. И в английском переводе написано, что мужчину и женщину Он сотворил их. And so when I read that, God, who is God over everything, created females equal with males. И когда я это читаю, и для меня это говорит, что Бог, который сотворил все, Он сотворил женщину, так как и мужчину на одном уровне. My understanding is God wanted to portray His likeness and image to the world. И мое понимание, что Бог хотел передать свой свет и его прообраз этому миру. And man or male is only one part of that image. И мужчины — это одна только часть этого имиджа. Female and women are the other part of the likeness and image of God. И женщины — это вторая часть этого его образа. And so right from the beginning, women were not an afterthought. И прямо сначала женщины, они не были сзади где-то.
women were part of God's original plan and intention. Женщины, они были частью Божьего плана, оригинального Божьего плана. And together, men and women produce the likeness and the image of God. И вместе мужчины и женщины, они производят свет Божий. And so when you look at that, women are so vital, women are so valuable to the plan and the purpose of God in this whole thing. И когда вы посмотрите, то женщины, они очень жизненно важны, они очень, они важны для Божьего плана. And so in that, when you know that, you got to know that your value and your worth is so far beyond anything in this world. И когда вы это осознаете, вы будете знать, что ваша ценность, она намного больше всего. And I love what it says in Jeremiah 1 verse 5. И мне очень нравится, что написано в Иеремии, 5 стихе. And 1 verse 5. Jeremiah 1 verse 5. And what he says here is God says, before I formed you, I knew you. И там написано, перед тем, как я сформировал тебя, я знал тебя. Before you were born, I sanctified you. Перед тем, как ты родился, я познал тебя. So what he's saying is, before women were formed, before women were even taken out of the side of Adam, as we know the creation story, before God took women out and formed her, God already knew her. И здесь сказано, что перед тем, как он взял женщину, перед тем даже, как он сформировал ее, он уже знал ее. And so because God knew her, in the creator of all things, the value of us comes from the fact that he knew us, he loved us even before we were formed. И тот сам факт, который говорится, что тот, кто сотворил весь мир, он знал нас перед тем даже, как мы родились, до того. So as long as God is alive and God is from everlasting to everlasting, И Бог, он живой, он he's forever. He never changes. он всегда, он никогда не изменяется. I know that my worth and my value continues because he who made me gave me value and worth before anything else came to be. И я знаю, что моя ценность, она тоже не пропадает, никуда не уходит, потому что он тот, кто дал мне мою ценность. And I really believe it's important for women to know and to believe and understand the truth that God loves them, God has a plan for them, God knows exactly who they are, where they are, what he has for them, and that he wants to empower them to be everything they're called to be. И я хочу, чтобы женщины знали, что Бог, он знает, кто ты есть, он ценит тебя, он любит тебя, и он хочет тебя вдохновить, чтобы ты была всем, кем он тебя создал быть. You know, in Jeremiah 1:5, it says, before I formed you, I knew you. That knowing is like intimacy. It's like oneness. It's like God knew us in the core of our being before we came to be. И в Иеремии 1:5 написано, что когда перед тем, как я образовал тебя, я знал тебя. И вот это знание, что Бог знает нас, это как цельность того, кем мы в нем находимся. And women know that that place of intimacy is a place of where we really know value and worth. И женщины знают, что место интимности — это место, где мы знаем точную нашу ценность и драгоценность. And then he also says, before you were born, I sanctified you. И также он говорил, перед тем, как ты родилась, я осветил тебя. So what he's saying is, I set you apart for a special mission. И это что он говорил, что я тебя отделил для особой миссии. Before you were even born, I already consecrated you and I had this plan for you.
И перед тем даже, как ты родилась, я отделил тебя, и у меня вот этот план есть для тебя. I knew everything about you. I knew every feature. I knew every personality trait. I knew everything about you before you were born. Я знаю все о тебе, я знаю все, как ты выглядишь, я знаю тебя лично, и перед тем, как ты была рождена. And so he says, I set you apart, and he said to Jeremiah, I ordained you a prophet to the nations. И он говорит Иеремии, что я отделил тебя и поднял тебя пророком для народов. So he ordained Jeremiah, but I believe God is also saying to us that we are ordained. И он помазал Иеремию, он также говорит, что я помазываю вас. And so when we understand that we are forever loved, we're forever ordained, we're forever special, we're forever worthy to God, we need to know that for real, because that's exactly how he sees us, but also that gives us our worth and our value that is beyond anything here on earth. И Бог, чтобы нам нужно осознать это, что Он осветил нас, Он отделил нас, Он предназначил нас. И эти познания, они для нас самые важные на этой земле. And so for women, I find that we really struggle with knowing our value and our worth. И для женщин я вижу, что мы очень страдаем с этим, чтобы знать свою ценность и свою драгоценность. But when you know who created you, но когда ты знаешь, кто сотворил тебя, and when you know the assignment that he's given to you, и когда ты знаешь послание, которое Он дал тебе, and you know beyond a shadow of a doubt that you are fearfully and wonderfully made, и когда ты без сомнения знаешь, что ты прекрасно сотворена, that you are an important part of God's image and likeness to the world, что ты очень важная часть Божьего имиджа и вообще часть Его. and that we should take comfort and know that we are absolutely valuable, absolutely worthy. И в этих знаниях нам нужно найти комфорт и покой, что мы 100% ценные и 100% драгоценные. So circumstances happen, Обстоятельства, они происходят. situations change, Ситуации, они меняются. COVID-19 hits the world, Коронавирус, она ударила по всему миру. but for women by design and for women of God, I believe that it doesn't change who we are. Но для женщин дизайна и для Божьих женщин оно не меняет то, кем они являются. Because my value, my worth is based on something that is not in this world. Потому что моя ценность, она не основывается то, что происходит в этом мире. It is based on something that is beyond this world. Оно основывается на том, что не в этом мире. So I'm in this world, but I'm not of this world. Я в этом мире, но я не от этого мира. I live here, I breathe here, but my essence of who I am comes from heaven, and I want to live and bring heaven here on earth. Я живу здесь, я дышу здесь, но все, что есть, оно находится на небе, и я хочу приносить небо сюда, на эту землю. So as the Bible says, I'm an alien and I'm a stranger here on earth. И как Библия говорит, что я странник на этой земле. I'm a strange phenomenon. Я странный феномен на этой земле. And that's because I come from a different kingdom, not from an earthly kingdom. Это потому, что я из другого царства, не из земного царства. And that kingdom of God far surpasses everything in this world. И Божье царство, оно больше этого мира. Therefore, the things of this world should not be able to get me down so much. И поэтому вещи, которые происходят в этом мире, они не должны понижать меня, мою ценность в этом мире.
because I am made of something beyond this world. Потому что я сделан с чего-то, что больше этого мира. So I think I might be out of time now. So I just wanted to really encourage women. Look, I could talk about this all day, but I just really want to encourage the women of influence. Just know you are so worthy. И у меня, наверное, время заканчивается. Я вообще могу говорить целый день, но то, что я хочу вдохновить женщин, что вы очень-очень ценны, вы драгоценны. Don't worry if your husband forgets your birthday or forgets your anniversary. Я не услышала. I couldn't hear you. I'm sorry. Can you repeat? I said, don't worry if your husband forgets your anniversary or forgets your birthday. Не переживайте, если ваш муж забудет вам подарить подарок на ваш день рождения или еще на какой-то праздник. Don't worry if your children don't want to hang out with you anymore. И не переживайте, если ваши дети не хотят больше с вами проводить время. Don't worry so much if business isn't going so great or the job isn't so cool. Не переживайте, если бизнес не очень хорошо идет или работа не такая классная. All these things in life may happen. Эти все вещи, они могут произойти в жизни. But they don't define us. Но они не определяют нас. Don't let those things define you because you are defined by the one who made you. И не разрешайте им определять вас, потому что мы определены тем, кто сотворил нас. And so run, women, be unleashed, be unlocked, be everything you're called to be. Yay! Будьте открыты, будьте свободны, будьте тем, кем вы призваны быть. And I want to encourage women to champion one another as well. И я хочу вдохновить женщин, чтобы они вдохновляли друг друга также. I really believe we got to do this together. И я очень верю, что нам нужно делать это вместе. Not a surface level. Не просто на таком поверхностном уровне. But in the heart and in the mind together. Но в сердце и в разуме вместе. So thank you. And yeah, I really think I might be out of time. So I'll just stop there. And thank you so much. Thank you. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Tina, thank you. You're brilliant. Oh, thank you, Lana. Спасибо, спасибо огромное. У вас еще есть целых 30 минут, чтобы нас продолжать вдохновлять. You have 30 more minutes to encourage us. Really? Yes. И потом у нас будет еще 30 минут на вопросы и ответы. And then we will have 30 more minutes for questions and answers. Oh, wow. Great. Great. Yay. I was keeping things a little bit short because I thought, oh, I better watch my time. Yeah. Я все укоротила, чтобы мне хватило времени с вами поделиться. So just a little bit of a testimony. И я поделюсь своим свидетельством. So as I was growing up, I actually grew up in New Zealand. So I don't know if you know where New Zealand is. И когда я вырастала, я выросла в Нью-Зеланде. Я не знаю, если вы знаете, где Новая Зеландия находится. It's a small country way down under. Это маленькая страна, очень внизу земли. And as I mentioned before, my background is my parents come from a small Pacific island nation called Samoa. И как я уже упоминала, мои родители, они выходцы маленького острова, который называется... Yeah, and so they were migrants. They migrated from that small little nation to New Zealand to have a better life. И они эмигрировали с маленького острова в Новую Зеландию для лучшей жизни. And so I was born and raised in New Zealand, and obviously my parents wanted us as their children to have better opportunities. И я родилась, я выросла в Новой Зеландии, и, конечно же, родители для нас хотели больше возможностей, лучшие возможности. So I'm a child of migrants. Я ребенок иммигрантов. And often what that means is when you grow up in a
a different culture, you know, you face a lot of challenges. И то, что это значит, когда ты вырастаешь в другой культуре, ты встречаешься с многими препятствиями. Now, I probably didn't face the challenges that my parents faced, of course, because I was born into that country. Конечно же, я не встретилась с такими препятствиями, с какими встретились мои родители, потому что я там родилась. But for my parents, coming from another country into another country, obviously the challenges they faced, that still gets passed on to us as children. И родители переезжали с одной страны в другую, и вот эта ностальгия, она передалась детям нам. And so I grew up as a young girl, as a young Pacific Island girl in New Zealand. We lived in the poorest place in Auckland, so I faced a few challenges in that sense. И я родилась как девочка с Тихоокеанского острова в Новой Зеландии. Мы вырастали в очень бедном районе, и у меня много препятствий я встретила на своем пути. And so as a young girl, I grew up in a culture in New Zealand where there was a lot of advocacy for women's rights and women equality. И где я выросла в той атмосфере, где отвоевывали права женщины и отвоевывали женское право. And so I didn't, you know, I thought that was great, and because I felt quite empowered as a young girl. И я думала, что это очень прекрасно. Я была очень вдохновлена, как молодая девушка. And so in the end, as I was growing up, I didn't think anything wrong with being a feminist. И когда я подрастала, я не думала, что что-то есть в этом плохое быть феминисткой. Because it felt really good to feel empowered. Потому что мне очень хорошо, я себя чувствовала быть в власти. It felt really good to see these advertisements on TV telling you that you're a girl and you can do anything. И оно очень хорошо звучало, что ты девочка, и ты можешь все делать. And so I grew up in that environment, not realizing that I was beginning to form very strong feminist ideals and opinions. И я выросла в таком месте, что я не увидела, что у меня уже строятся твердыни феминизма в моей голове. And it wasn't until I was sort of in my early 20s that I began to realize that those early days were actually part of my calling. И я потом осознала, что те ранние пути, это была часть моего призвания. And so I guess that's why I'm very passionate about this project of Women by Design. И поэтому я очень страстно отношусь к этому проекту «Женщина. Предназначение». Because I realize that in life, every woman needs to be empowered and wants to be valued. И я понимаю, что каждая женщина, она должна быть уполномочена, и она должна быть ценна. But what I've learned is that there's a real godly way to do that. Но то, что я научилась, что есть Божий путь сделать это. And it wasn't about me burning my bra. И это не было про то, чтобы сжигать свои or trying to be or trying to be like a man. Свой бюстгальтер или быть таким, как мужчины, такой, как мужчины. But that I need to be a woman and I need to embrace my femininity. Но мне нужно быть женщиной, и мне нужно вдохновлять или радоваться то, что я женщина. Because as I was growing up, I didn't realize that I was actually trying to be like a man. И когда я вырастала, я не осознавала, что я хочу быть такой, как мужчина.
Not in the sense of, you know, changing my gender. Не то, чтобы менять свой пол, but just in the sense of, I guess, male traits and qualities that that may be more masculine than they are feminine. И, ну, просто, чтобы не быть более мужественной, чем женственной. And so I've come to learn, and I've come through this journey. Я прошла через этот путь, я научилась, that there's nothing wrong with wanting to be empowered or to feel valued. что это нету ничего неправильного в том, чтобы чувствовать себя ценной и чувствовать свою, что у тебя есть возможности. But I've come to learn that there is a way to do it that is a godly way and not my own way. Но я научилась, что есть Божий путь, не мой путь. And so as far as the feminist movement goes, I think the intention of the feminist movement has been very good. И так как феминистическое движение, оно идет, я думаю, что их желание или направление, оно хорошее. Because I believe the intention was always to bring value and worth and, you know, and standing for women across the globe. Потому что их намерение — это принести ценность женщины, то, как она стоит, где она стоит и кто она есть. But what I've come to understand is that God has a way for that to happen because He created us equal already. Но то, что мне пришлось понять, что у Бога есть свой путь, и Он нас создал одинаковыми. So and it's not just women that need to come back to that truth, but it's men as well. Это не только женщинам нужно вернуться к этой истине, но мужчинам тоже нужно вернуться к ней. Because I think, and this is why I say that for us as women, I believe that we need to be careful that we don't derive our worth and our value from men. И для нас, женщин, нужно понять это, что мы не берем свою ценность и драгоценность от мужчин. But we must derive our value and our worth from He who created us. Но мы берем свою ценность от того, кто сотворил нас. And when we do that, then for us as women, we don't become competitors with men. И когда мы берем наше достоинство от Бога, мы тогда не конкурируем с мужчинами. But we become completers of men. Но мы становимся в полноту с мужчинами. And so we have this saying where we say, I am to complete, not compete. Я тот, который... Я совершенен, но я не конкурирую. And that completion comes way back from the beginning in Genesis. И это совершенство, и это дополнение, оно тянется из бытия. Because when we understand, and when men understand, that together we are the likeness and the image of God, then we're not competing with each other. This isn't a competition between men and women and who's better and who's not. И когда мы понимаем, что кто мы в Боге, когда мужчины понимают, кто они в Боге, когда женщины понимают, кто они в Боге, они тогда перестанут соревноваться, кто лучше. Because I find that there's a lot of competition between men and women, or even women feel that they need to compete in order to be recognized. И иногда женщины чувствуют, что им нужно соревноваться, чтобы быть достойными. But my understanding is that God created us to complete one another. Но я понимаю, что Бог сотворил нас дополнять друг друга. And in my marriage, I'll just use my marriage as an example. И я возьму свою семью как пример. I remember when we first got married, my poor husband said, "Oh, I feel like I married a man." И когда мы только поженились, мой муж сказал, я чувствую, как будто я женился на мужчине. Because after all those years of feminism, I had become very bold and very
very manly in my thinking and my approach. И все те года, которые я провела в феминизме, у меня такое мужское мировоззрение построилось во мне. And to be very honest, I think I was very strong like a man. Я очень была такая сильная, как мужчина. I was stubborn. I was, really. So of course, but in our marriage, there wasn't room for two men. Я была упертая, но в нашей семье не было места двум мужчинам. And at first I would get very offended with my husband saying that. И поначалу меня это обижало, когда мне муж говорил. But to be very honest, I did try to wear the pants and be the boss. И если честно, то я хотела выиграть место и быть главной в семье. But it wasn't even that I was trying, I just didn't know any other way. Ну, не то, что я пробовала это сделать, но я просто не знала никакого другого пути. It was just who I was, and that's how I was. И это просто было то, кем я была и как я была. And so that's why this whole thing about women by design has had to start with me first. И это служение «Женщина по дизайну», оно where God had to undo a lot of the pattern and designs and the forms that I had as a woman and my thinking and my attitude and my perspective. He had to break that and change that and put me in a different pattern and design. И когда Богу пришлось снять с меня весь этот дизайн, все, что было построено во мне, и поменять меня в то, в чем Он меня сотворил. Oh, I tell you, it was painful and I didn't like it. Это было больно, и мне не нравилось. Because I thought I was perfect. Потому что я думала, что я идеальна. But of course I wasn't perfect. And so out of that, God's really been teaching me about being who I should be. And also just not, men are not the standard. И, конечно же, я не была идеальна, но Бог меня учил, какой я должна быть. И, конечно же, мужчины, они не стандарт. Because I didn't realize that what I was trying to do was I had put man as the standard in work, in education, in sports, in everything. I had put that as the standard. Потому что я ставила мужчин как стандарт в работе, в учебе, во всем. Они для меня были стандартом. But then God began to show me that that's not the standard. Respect them, honor them, but that's not the standard. But the standard is something higher that comes from God. Но Бог начал мне показывать, что они не стандарт. Тебе нужно уважать их и почитать их, но стандарт, он где-то выше, он в Боге. Because when I made my husband the standard, I was always butting heads and competing with him. Потому что, как пример, когда я сделала своего мужа как стандарт для себя, то я с ним все время соревновалась. But what that really came out of was my own inefficiency to see my own worth and value. Но то, что происходило, то, что я не знала, как увидеть свою ценность и свою драгоценность. And so when I made, for example, when I made my husband the standard, then if he didn't, show me something or do something, I would feel crushed because my standard was this and not something higher that came from God. И когда мой муж, он был моим шаблоном для сравнения, и если он мне что-то не показал, не сказал, то мое достоинство, оно разбивалось. And so how important it is for us as women to really know who we are and how God has made us, because that is the standard. И что важно для нас, как женщин, чтобы знать, кто мы есть и как Бог нас создал. Это для нас стандарт, это шаблон, который нам нужен. And when I understood that, I stopped trying to compete with my husband. И когда я поняла это, я перестала соревноваться с своим мужем. And I actually became more of that helper that we read about in Genesis. И также я стала тем помощником, о котором мы читаем в Бытие.
Because now I wasn't basing my life and everything I do on this standard. I was basing it on the set apart and what God had ordained me for. Потому что я больше не основывалась на вот этом стандарте, а я основывалась на том, что Бог имеет. And so I really believe it's really important for us as women to see the big picture and to see God's plan and purpose. И я верю, что для нас, женщин, нужно видеть большую картину, Божий план и Божие предназначение. And it's not just for us as women, it's for men as well. Это не только для женщин, но также для мужчин. Because I really believe that if men and women understood that together we are the likeness and the image of God to the earth, then we would work together, we would not compete. И если мужчина и женщина, они поймут то, что мы свет для этого мира, они начнут работать вместе, не соревноваться друг с другом. So when women know that, they know their worth. When men understand that, they begin to have a different perspective of women. They honor them and they give them, like, you know, where it says in Peter that treat them as the weaker ones. Well, men then become the protectors and they become the champions of women as they should be. Когда женщины знают, они знают свою ценность. Когда мужчины знают, кто мы в Боге, они начнут уважать, ценить, и они начнут, как в Петра написано, что они начнут относиться к женщинам как к хрупкому сосуду. And so I just believe it's so important for men and women to have this understanding so that together we can be what we are supposed to be and we can show a better way of life to the world. И тогда мы вместе можем быть тем, кем мы должны быть, и мы покажем этому миру свет от Божий. And so we are not to compete, but we are to complement and complete. Мы не для того, чтобы соревноваться, но мы для того, чтобы быть, дополнять друг друга. And I don't know about any other woman, but I used to really struggle with the whole concept of you're a helper. И я не знаю, как другие женщины, но для меня это было трудно осознавать, что ты помощник. But I've come to understand that a helper is not a secondary thing. Но я поняла для себя, что помощник — это не что-то второстепенное. A helper is not less important than the one that is being helped. И тот, кто помогает, он не имеет меньшую важность и ценность, чем тот, кому он помогает. Because without the helper, the one who is being helped can't fulfill what they're supposed to do either. Потому что без помощника тот, кому помогают, он не может исполнить то, для чего он предназначен. So the helper is so important and so key. And if the helper isn't there, then just when we read in Genesis about, you know, Eve being the helper, you know, that they're called to be a helper, the women are called to help. Without that, the men can't be complete and they can't do what they're called to do either. И без помощника, как написано в Бытие, что женщина предназначена для того, чтобы помогать, то мужчины, они не смогут исполнить то, для чего они созданы. So we are so needed. Так что мы очень нужны. Can I say the men can't do it without us? И я могу сказать, что мужчины, они не смогут без нас. And I'm not just talking now about marriage and husbands and wives, I'm talking globally. Men can't do it without women. И я не говорю о семье, я говорю вообще о глобальном, что мужчины, они не справятся без женщин. So the empowerment of women is the missing part in this world of us being what we should be. И то, что в женщине есть ценность, это власть, которая есть, дана ей, чтобы мы могли быть вместе, мы могли быть ценны в этом мире и сделать то, что мы должны сделать. And when you have the understanding that they can't do it without us, then you feel like, yeah, wow.
И когда у тебя есть понимание, что они не смогут сделать без нас, у тебя сразу приходит другое осознание, о, да. You're like, I am very important. И приходит осознание, что да, да, я очень важна. I am very vital to this whole big plan. И я очень драгоценна для этого всего плана. I have an important part to play in this big plan of God's. И у меня очень важная роль в этом большом плане. And I'm unique and I'm special in my place and in my design, and nobody else can do what I can do. И я уникальна в этом плане, и никто не сможет сделать то, что я могу сделать. Can I say to every woman that may be listening, no one can do what you do. И я хочу сказать каждой женщине, которая слушает, никто не может сделать то, что ты делаешь. You are special and unique and sanctified and called, and only you can do it the way that you can do it. Ты особенна, ты уникальна, ты драгоценна, и только ты можешь сделать то, что ты призвана сделать. Look, there may be lots of mothers out there, but you're the only mother. You're the best mother for the kids that you have. И там много есть матерей, но ты самая лучшая мама для твоих детей. There are millions of teachers out there or politicians, but you are the politician and the teacher that is needed for the hour where you are. И много политиков и учителей есть, но ты политик, и ты учитель, который нужен для этого времени. So I want to encourage women, just like Esther said, that, like Mordecai said to Esther, for you have been called for such a time as this. И я хочу вдохновить каждого, как Мордехай сказал Эсфире, ты создана для этого времени. You have been called for such a time as this in your business, in your education, if you're an actor, a singer, a sports person, or whatever it is, a media person, you have been called for such a time as this. Ты призвана для этого времени в том, что ты делаешь, или ты спортсмен, или ты в медиа, или какое твое направление, ты призвана для этого времени. Take it with both hands and run with it. Возьми двумя руками и беги с этим. Do what you're called to do. Делай то, к чему ты призвана. Be that bright light and be that woman that is fulfilling God's purpose. Будь тем светом и будь той женщиной, которая исполняет Божье предназначение. And don't apologize for it. И не извиняйся за это. Be proud and be excited and be passionate. Гордись, радуйся, будь страстной. You're like, yes, yes, yes. Да, да, да. Yeah. So bless all the women on this platform. I don't know how much more time we have. I'm just going. Like. Hey. But this is also, so as I said, this is what I'm very passionate about, but it's what I do. Because I just think if we can get women unlocked, if we can get them unleashed, if we can get them free from all the lies of the enemy, free from the past, free from things that have bound them, opinions and, stereotypes and experiences, if we can just break them free from that. And a lot of it happens in here. A lot of it is here. There's a lot of belief systems that I believe that we need to break and we need to pull apart and we need to get rid of, because those belief systems, whether it's from our childhood, and that's why I kind of shared a little bit about my background, is because... Let Plana translate, please. И это то, что очень сильно горит в моем сердце, чтобы женщина, она была свободна, она открылась, она высвободилась то предназначение для этого времени, что все твердыни, которые были настроены, которые остаются, чтобы Бог их освободил от этого и высвободил в это время быть благословением. And that's why I shared a little bit of my journey, because I was hoping you could see that there have been so many things from my past, even from that may have come from my parents, that I needed to break. И поэтому я поделилась чуть-чуть своим свидетельством, чтобы вы увидели, что были вещи в моей прошлой жизни, которые нужно было разбить, которые тянулись, их нужно было разбить и освободиться от них.
For example, when you grow up poor, И, например, когда ты вырастаешь в бедности, that produces a mindset that is not true. и оно в тебя строит такое мышление, которое не есть истина. And even though I went to private schools, И даже я ходила в приватные школы, I went with a poor mindset. но у меня мышление было бедного человека. So I'm sitting in a private school, Я сижу в приватной школе, but I'm thinking to myself, I come from the poorest place, I don't belong here. но я думала внутри себя, из-за того, что я пришла с самого бедного района, я не могу быть здесь. And many times for us as women, that can stay with us wherever we go. И много раз оно может оставаться внутри нас, независимо, куда мы идем. Now, being poor may have been a circumstance, Но быть бедным, может, это было обстоятельство, but it's not your definition, но это не твое определение. and it's not your destiny. И Это не твоя судьба. Не твоя судьба. Единомыслие — это сила. Спасибо большое, дорогая Тина. Thank you so much, dear Tina. I am so happy to see you here. You were in Riga, Latvia in March, if you remember me, in my parents' church, Alexei and Olga. And I'm sure if my mom would hear your speech today, what you just delivered, she would say, amen, amen, yay, Tina, high five. Yay. если бы моя мама услышала вашу проповедь сегодня, она бы говорила, да, 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 Тина, аминь. Поэтому мне очень радостно с вами пообщаться сегодня. Перейду на русский. And I'm very happy to talk to you today. Тина, вы потрясающий человек. Tina, you're an amazing person. Столько комментариев пишут наши зрительницы. So many comments are people who are watching us writing to us. И лично от меня хочу сказать вам спасибо за ваше послание сегодняшнее. And personally from me, I want to say thank you so much for your message. Потому что я думаю, что актуальнее темы сейчас, наверное, не существует, и даже COVID здесь не компенсирует с этим. And this subject, there is no more what would work for current time. Even COVID can compete with this. Насколько это важно и насколько это актуально. Because it's very important and very needed to hear at this time. Так вот, и поэтому спасибо, что вы поделились своей историей, своим прошлым вот с этим вот феминизмом. Thank you that you share your story and your testimony about feminism. Я, как и, наверное, большинство наших зрительниц, все-таки выходцы из постсоветского пространства, и нам не до конца понятно, что же это за движение было феминисток, когда оно только зародилось. We as Slavic and a lot of people who's watching are Slavic, we don't really understand what kind of movement was that and what it brought. В чем суть была самая главная там? The main reasoning, meaning of it. Ну, а вам это понятно, вы все-таки для нас, западные люди, изначально там понимали, в чем же была задача этих женщин, которые все-таки отстаивали свои права. For you, it's more understandable what women, who they are and why they were standing on their rights. И я просто понимаю, что у вас более широкая перспектива взгляда на этот вопрос, и поэтому сейчас перейду к вопросам, которые спрашивают наши женщины. And I understand that you see the subject more wider than we are, so we will go to the questions and we'll ask you the question the women ask. Которые, кстати, вопросы достаточно откровенные, достаточно серьезные и важные. The questions are really open and honest and important. Светлана спрашивает, извините меня, Яна Кофман спрашивает, как вы посоветуете подняться в самооценке и самореализоваться, когда я осталась одна с 4 маленькими детками, и, кажется, время бежит, а только ты смотришь со стороны, потому что не успеваешь ничего.
Я так поняла, что это после развода, женщина говорит. And as I understood, the woman after divorce speaking how to find self-worth, how to, when you left alone with 4 kids, and what to do and how to find your self-worth. Yeah, that's such a good question, because I think when you go through a divorce, a lot of your soul is ripped out. And when Я думаю, что это очень важный вопрос, потому что когда ты проходишь через развод, твоя душа, она как будто разорвана. And so I really believe it's important for women to have their soul restored. И я верю, что для женщины очень важно, чтобы их душа, она восстановилась. And the soul is your emotions, your mindset, your thinking. И душа — это твои эмоции, это твой умонастрой, то, о чем ты думаешь. And so to find a woman's worth, I think it's the same as if we are single or married. The principle would be the same. И если мы замужем или мы одиноки, один и тот же принцип. That in God we find our worth and our value. Что в Боге мы находим свою ценность. And so my encouragement would be to find, I always find that in a practical sense, find some really good women who can walk with you. И мое вдохновение будет, чтобы найдите хорошую женщину, которая может с вами поработать, пройти. Who will encourage you and keep reminding you and speaking life to you. Кто вдохновит тебя, кто будет говорить жизнь твою жизнь. That even though a divorce is very painful, И даже что развод, оно очень больно, but it doesn't have to define you. но оно не должно определять тебя. But that God defines you. Бог определяет тебя. And I want to encourage women, because I remember working with a young woman who got pregnant before marriage. Очень важно это найти душепопечителя. И я работала с одной девочкой, которая забеременела перед тем, как она вышла замуж. And you know, in a religious context, that's considered, a lot of people would look at her and say, your life is finished. И в религиозном контенте многие люди на нее бы посмотрели и сказали, твоя жизнь, она закончена. But we walked with her and encouraged her that God is a forgiving God. И мы работали с ней и вдохновляли ее, что Бог, Он прощает. And if she just humbly comes to God, И если она смирится и придет к Богу, He can forgive and restore her. Он может простить и восстановить ее. And she can still fulfill the purpose that He has for her. И она все равно может исполнить то предназначение, которое есть у него к ней. And I feel it's so important for women who've been through divorce. И я чувствую, что очень важно для женщин, которые прошли через развод, To know the truth and understand что истина и понимание, that God's plan is still God's plan for them. что Божий план, он остается Божьим планом для их жизни. And that even though they may have gone through a divorce, И даже пройдя через развод, they can still fulfill the plan. они все равно могут исполнить Божий план в их жизни. And I think just with this young girl, just knowing that, И для этой молодой женщины даже знать просто это, it was enough for her to pick herself up, and now she is doing amazing things. И вот эта девочка, которой они служили, которая забеременела, и зная она эту истину, это подняло ее жизнь, и сейчас она служит Богу, ее жизнь сейчас прекрасная. Спасибо большое, Тина, за такой развернутый ответ. На самом деле были и вопросы про развод, так же самое, и вот женщина, которая спрашивала этот вопрос, которая осталась с 4 детьми, да, она сказала, что это был все-таки
развод и, ну, может, и переведи. And yes, we had a lot of questions about the divorce, and that lady with 4 kids, yes, she went through the divorce. Скажите, пожалуйста, вот также, если говорить про матерей, которых трудная судьба в том смысле, что им приходится одним воспитывать, вот такой вопрос нам прислала Елена. Как вы думаете, представляют ли ценность для Господа женщины, которые воспитывают особенных детей? Синдром Дауна, ДЦП и тому подобное. Is there value of the moms who raising children with disabilities like Down syndrome and any other disabilities? Аутизм в том числе. And autism also. So the question is there value? Yeah, is the mom has a value? Absolutely, absolutely. And I think that's very challenging. And sometimes, you know, for us as women, we could really feel quite down about the circumstance sometimes, you know. Мы как женщины, мы можем себя чувствовать где-то внизу, подавлены под обстоятельствами, которые мы проходим. But our value remains the same. Но наша ценность, она остается та же самая. In God, our value doesn't change. В Боге наша ценность, она не меняется. You know, it's like I have a tissue here, and some of you may have seen this, but if, let's just pretend I don't have a $100 note this morning. И давайте представим, что эта салфетка, это $100 купюра. Let's pretend that this is a $100 note. Это $100 купюра, представим себе. It's perfect, it's lovely, it's nice. Идеальная, в хорошем состоянии. But then if I screw it up, rip it. Если я вот сделаю вот так, it's wrinkled. Она вся сжатая. It doesn't look as nice as before. Уже не выглядит так хорошо. But if this was $100, it would still be $100. Но если это $100, они все равно остаются $100. So life makes us like this. Жизнь делает с нами вот так. But the value of it is still the same. Но ценность остается та же самая. And that's exactly how God sees us. He still sees us as his precious daughter, his precious jewel, a diamond. И это так, как Бог нас видит ценными, Его дочерями, Его диамантами, жемчужинами. So I just want to encourage that lady that yes, absolutely, your value has not changed. И я хочу вдохновить вас, ваша ценность, она не поменялась. You are still beautiful. You are still that awesome woman that you were before you even had the children. Ты красивая и ты прекрасная женщина. Спасибо большое, Тина. Я думаю, что автор вопроса, вы получили ответ. И вот Ольга спрашивает, как помочь ребенку осознать свое предназначение, развиться в нем и засиять для Господа. Какие советы вы дадите женщинам, которые хотят служить другим женщинам? Тут 3 вопроса, я бы сказала, но уже как пришло. Okay, we have 3 questions in one. First, how to help your child to развить свои таланты? Осознать свое предназначение и развиваться в нем и засиять для Господа. To realize their for what they're supposed to do and how to help them to grow up in it. А второй вопрос какой был? Какие советы вы дадите женщинам, которые хотят служить другим женщинам? What advices would you give to women who want to minister to other women? И третий? Sorry. No, that's it. Okay, just these 2 questions. How to help your kids to find out their calling. Yeah. And raise them in it, help them to grow up in it, and how to help other women. Yeah, great. Thank you. To the first question, I always believe it's very important for parents to hear God's purpose for their children.
И я думаю, что очень важно для родителей услышать от Бога цель для их, предназначение для их детей. Pray and ask God because God wants to tell you. Спросите у Бога, потому что Он хочет сказать вам. And I remember when I was having my kids, И я помню, когда у меня были мои дети, God spoke really clearly to me about their names, about their character, about who they were and what they would do. Бог очень ясно со мной говорил имена их характеры и кем они будут. And as moms, we have a really important role to raise our children up in God's ways. И как мамы у нас есть очень важная роль, чтобы воспитать их Божьим путям And also to know God's purpose. и Божьим предназначении. So I encourage women to, in order to help their children find their purpose, И я вдохновляю женщин, чтобы помочь детям найти их предназначение. pray for them, Молитесь за них, encourage them, вдохновляйте их. and for us as women, have an idea from God what God has for them. И для нас, женщин, имейте идею от Бога, что Бог имеет. Получите это от Бога. So that we can help steer in our conversations, and it's like you can help put a roadmap for them. Чтобы вы могли их направлять в разговорах, чтобы вы могли им помочь выстроить эту карту жизни для них. And let the children, I guess, be, you know, have opportunities to explore some things that they might be interested in. И разрешите детям самим искать и найти разные возможности, которые могут быть в их жизни. It's a long journey. Это очень длинный путь. So right now, like my kids are all teenagers. Мои дети, они все в подростковом возрасте. And I probably have a couple who aren't really sure about their purpose. И несколько они еще не определились своим предназначением. They have an idea, У них есть идея, but then life happens and then they get swayed by different things. но жизнь происходит, и они еще не утверждены. So as a mom, И как мама, I just need to not worry мне нужно не переживать, and trust God доверять Богу, that they're going to make it and they'll know. что они дойдут и они будут знать. And I just pray and love them and encourage them. Я молюсь, вдохновляю их и люблю их. Yeah. And Прекрасно. then А вы хотели еще что-то завершить? the ministering to other women. И чтобы служить другим женщинам, Yeah, What would be just one advice you would give? Like, why would women want to minister to other women? Какой один совет вы могли бы дать, который вот для женщин, которые хотят? I think my one advice or one tip that I would say is for us, like for me to minister, for example, I think one of the greatest things is it has to be about the other person, not about me. И самый какой я совет бы дала, как от себя, что когда мы служим другим, то это должно быть ради них, но не ради нас. In the model of Jesus, it's about serving them and it's all about them, not about me. И служить, как Иисус нам был моделью, Он показал, чтобы служить им, но не заради нас, а заради них. Спасибо большое, Тина. Да, я думаю, что это очень, мне кажется, это как бы ядро вообще любого служения. You could translate, no? Oh, I think it's just the main thing of any ministry, honestly, to be example. Take a Jesus example. Дорогая Тина, у нас есть 2 вопроса. Я знаю, что они большие, очень они емкие и больные, но я не могу их не озвучить. We have 2 questions. They're big, they are very deep, and they're painful, but I cannot
not tell them. И хотелось бы ваш такой вот essence, вот такую главную мысль, которую вы бы сказали, отвечая на эти вопросы. Я зачитаю их совершенно отдельно, они на разные темы. And I'll read them separately, but your main thought about these questions that I'm just gonna read it to you. Каждая третья женщина прошла через насилие. Every third woman went through the abuse. Violation, abuse. Как помочь женщине выбраться из пепла своего прошлого и жить по Божьему замыслу? How to help women to raise up from that pebble of The past. Of the past and live by God's purpose. So the question is how to move away from the past of violence and abuse? Yes. Yeah. I think in a practical sense, first of all, obviously get away from the environment that is where the abuse and the violence is taking place or has taken place. На практике нужно выйти из этого выйти из этого положения, чтобы не находиться там, где есть насилие. Yeah. And I think being realistic that it may take some time to really break through the trauma and the pain of the violence and abuse. И в реальности это занимает какое-то время, чтобы выйти с этой травмы и этой боли насилия. I don't think it's as easy as, say, one session or one church session or one prayer session to break that off. Это не так легко, как одно служение или одна молитва, чтобы разбить эту боль. Those sessions are important. Эти сессии, они очень важны. But I think a woman who has gone through abuse, violence, and trauma, но женщины, которые прошли через насилие и травму, needs to be okay that it may take some time to undo that. Они должны понимать, что это процесс, это займет время, чтобы снять это с себя. And to not feel bad about that, and to not feel like there's something wrong with them. If, like, say, in a church context, sometimes churches, you know, some people think that a church is a quick fix. И иногда люди думают, что церковь — это такое быстрое решение. But I want to say, first of all, the truth is God has broken those things off. Самое первое, правда в том, что истина в том, что Бог разбил это. And that's the truth. И это правда. But for the truth to become part of our normal thinking and belief system again. Но оно становится частью нашей веры, то, что как мы веруем. It will take some time, and you need some really good people around you to help walk you through that. Это займет время, и вам нужно хороших людей, которые помогут вам пройти через этот процесс восстановления. Because that kind of trauma really is very deep, as Tanya said. И эта травма, она очень глубокая. And it really requires someone who will be there, who will understand, who will have, I guess, the patience and the unconditional love to love you through it. И очень важно иметь такого человека, который может любить без условной любовью, душепопечитель, который поможет пройти через этот весь процесс восстановления. And I encourage you to find those people. But one thing is, please don't feel guilty. Don't feel guilty about what's happened. И я одно прошу: не чувствуйте себя виновными в том, что произошло. Because the enemy uses guilt and shame to keep women locked up. Потому что вину и стыд дьявол использует, чтобы держать женщину закрытой. And I think women are so good sometimes at naturally blaming themselves. И женщины, они очень часто винят себя. Remove the blame. Сними эту вину.
and find those people who can walk with you in unconditional love. И найди тех людей, душепопечителей, которые могут пройти с вами через эту Божью любовь, провести вас. Спасибо большое. Я понимаю, да, что эта тема велика. Кто-то из комментаторов пишет, что, конечно, это большой путь восстановления, но главная идея — найти правильных, мудрых, глубоких, духовных людей, которые бы помогли тебе из этого выйти. И мне очень понравилось, что вы сказали, что, во-первых, нужно себя изъять из места, где это насилие происходит, себя оттуда убрать любыми способами. And that I really like that you said that we need to take ourselves from the place where we don't feel safe and we are not safe. Ну и последний вопрос, тоже не простой, но просто как я думаю, что это хорошая идея, чтобы об этом задуматься, и интересно, Тина, с вашим опытом узнать, что вы можете по этому поводу сказать. And last question is not simple also, but very interesting what you can say on this subject. Лена Хачатарян спрашивает очень честный, открытый вопрос. У меня 5 дочерей. Lena's asking honest question. I have 5 daughters. Мы 25 лет в церкви. We are 25 years in church. И вдруг неожиданно для нас одна из дочерей, And all of a sudden, one of our daughters, ей 13 лет, she is 13. Решила и захотела стать мальчиком. She decided to be a boy. Она обрезала шикарные длинные волосы и поменяла стиль одежды. She cut her very long and beautiful hair. She changed her clothing. После серьезного разговора она попросила прощения у нас, у родителей. After very serious talks, she asked forgiveness from us as parents. Но она очень замкнулась в себе. But she just locked herself inside of her. She just перестала посещать церковь. stopped going to church. Что вы посоветуете нам, родителям? Большими буквами пишет Лена. And with capitalized letters is written, what kind of advice would you give to the parents? Wow, that is very deep. Это очень глубоко. And very real. И очень реально. I'm not sure how it is in your countries. Я не знаю, как в ваших странах. But currently we are having either some policies or legislations here that in Australia that are preventing parents from even being able to pray for their children or take them to pastors for counseling. Но у нас в Австралии сейчас такой закон действует, что родители не могут молиться о детях, за детей и вести их к пастору, чтобы он их консультировал. Wow. And socially we are in danger of parents being taken to court for advising their children against their decision to change their gender. И социально мы в опасности, что нас могут вызвать в суд, что мы говорим с нашими детьми и советуем их, кем они должны быть, девочка или мальчик. And so we are truly living in some very trying times. И мы в очень непростое время живем. And I think now more than ever, И я думаю, сейчас больше, чем когда-либо, the power of prayer and really pulling on the supernatural power of God is и needed. молитва, сила молитвы, она притягивает сверхъестественную силу Божью. We have been praying and we have been believing and we are declaring miracle signs and wonders. И мы молимся, и мы верим, что Божьи чудеса и слава будет приходить. And I guess I would just encourage the parents to a couple of things. Allow your faith to go to new levels.
И несколько вещей я хочу вдохновить родителей. Разреши твоей вере перейти на следующий уровень. Because we are fighting a war that is at a whole different level to what it was 10, 20 years ago. Потому что ту войну, которую сейчас мы воюем, она совсем другая, чем была 10-20 лет тому назад. And for many of us, our freedoms are even being taken away to even parent our children the way that we should parent them as God ordained us in the order and the authority that He created family. И для многих из нас та свобода воспитывать своих детей, как Бог предназначил нам воспитывать, она забрана у нас. So my encouragement would be to go to deeper levels of warfare, prayer, intercession over your children. И мой совет вам идти просто глубже в вере, глубже в духовной войне и в ходатайстве. The other thing I would encourage is to even ask God to show you if anything happened to your child that has caused them to suddenly, maybe if it's sudden, to want to make this change. И также я хочу вдохновить вас, спросите Бога, может что-то произошло в жизни вашей дочки, которое высвободило это решение для нее. The same God that opened the eyes of Gehazi, Elisha's servant, to see the unseen and to see what was going on is the same God that can tell you what's going on with your child. И тот же самый Бог, который открыл глаза слуге Илии, чтобы он увидел все воинство, которое стояло вокруг них, он тот же самый Бог, он может открыть ваши глаза, чтобы тоже увидеть. And so ask God to show you what is going on behind the scenes deep inside. И попросите Бога, чтобы Он показал вам то, что происходит, то, что мы не видим физическими глазами, что происходит глубоко внутри. And I think thirdly, also to encourage unconditional love. И также я хочу вдохновить безусловную, любить безусловной любовью. At the end of the day, I believe every human being, no matter what their gender preference is or what their background is, every human being was born to be loved. И независимо ни от чего, ни от пола, ни от чего, но каждый человек, он был рожден, чтобы быть любимым. And certainly it was the love of God that set us free. И, конечно же, любовь Божья, которая освободила нас. That we would have the same love and the unconditional love, whether for our children in this situation or for others who may be very different from us or not this. И чтобы мы имели эту безусловную любовь к нашим детям и людям вокруг нас, которые, может, не такие, как мы, и видят этот мир не так, как мы его видим. But I'm a strong believer in prayer. I love to pray, and I have seen God move on so many different levels when we pray. Я очень сильно верю в силу молитвы. Я люблю молиться. Я видела, как Бог двигался через молитву. And I really want to encourage you that God is ready to move. Я хочу вдохновить вас, что Бог, Он готов двигаться. Believe and pray. Верьте и молитесь. And do some of these practical things. И практически такие вещи делайте. Вау! Спасибо большое, Тина. И автор вопроса, она шлет благодарность тоже за ваш развернутый ответ и благодарит за откровенность. Thank you so much. And lady who wrote this question, she just saying thank you to you, and she's really blessed. И давайте мы завершим все-таки нашу беседу. Вопрос от Ольги, которая спрашивает про вот что. And in conclusion, we have last question from Olga, and she's asking. Она спрашивает вот про что. У нее несколько вопросов, поэтому, Ольга, вы уж извините, я задам как-то их всех вместе от одного и того же автора. How to awaken the passion within every single morning? Do you have a devotional rituals every morning? Она спрашивает. И дальше у нее был еще вопрос. What do you think the greatest limit that today's women put on themselves?
на русском, какие у вас утренние ритуалы, как вы просыпаетесь со страстью каждое утро, и какой вам кажется самой большой границы стоят в жизни сегодняшних женщин, которые они сами себя чем-то лимитируют. And first question was, what is practical steps that you would recommend take to ignite the vision and awakening the true identity in every woman? There was 2 questions in it. The first one, Tatiana said. I think to start the journey, start the renewing of the mind, and renewing of the mind in terms of, I go to those scriptures, you know, that reinforce the truth of God about me. И самое первое — это просто начать свое путешествие и начать обновление своего ума, найти местописания, которые обновляют мое понимание, кто я в Боге. You know, you are fearfully and wonderfully made. Ты прекрасно сотворен. You were, you know, that God knew me before I was born. Бог знал меня перед тем, как я была рождена. And read books that reinforce the truth. И читайте те книги, которые возобновляют или открывают истину. And we might be all on different parts of our journey. Some of us might be at, you know, further on in our journey. Some of us might just be starting, but keep going. И мы можем быть, кто-то уже прошел какой-то путь, кто-то только начинает свой путь. Самое главное — это продолжать идти. I always believe it's really important to fix your eyes. You know, it says in Hebrews, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. И я верю, что направлять наши глаза на Иисуса — это очень ценно и очень важно. And part of that is staying fixed on the call and the vision that God has for you. И также быть сконцентрированным на призвании и на видении, которое Бог имеет для нас. When you keep your eyes fixed on God's call and vision for you, passion comes, motivation, you're excited because this is bigger than you. Когда мы сконцентрированы на то, что Бог имеет, на Его цели, на Его видении, тогда страсть приходит, тогда радость приходит, потому что это все, что есть у нас от Него. And trust me, because I've experienced it when I've maybe sort of closed my eyes to the vision a little bit. И я это тоже переживала в своей жизни, когда я немножко закрывала свои глаза на видение. And believe me when I say that you feel kind of, you know, in the passion might not be there, but keep your eyes fixed. Когда ты немножко уже не чувствуешь себя так, нету желания двигаться, самое главное — это сфокусироваться и сконцентрироваться на Боге. Yeah, and in terms of the truth of your identity, yeah, just rehearse that because it needs to be on repeat. И ценность твоего предназначения, то, кто мы есть, because when it's repeated, it begins to take form and not just be in our conscious mind, but also in our subconscious. нужно, чтобы эта ценность, о ценности, кто мы есть в Боге, чтобы оно повторялось. Когда оно повторяется в нашем разуме, оно входит в наш разум и входит в наше подсознание. You want it to become natural. И нам нужно повторять до тех пор, пока оно не станет частью нас. So baptize your mind in the Word of God. Просто погрузи свой разум в Слове Божьем. Was there another question? Yes, we also have another question as well. Еще один вопрос. Алиса спрашивает, как вы считаете, если родной человек, токсичный, который приходит в наш дом без приглашения, и почти все фразы звучат как проклятие в нашу жизнь, он несет с собой раздоры в семью. Вот как поступить, кроме как молиться за его спасение? Благодарю. Very interesting question. What to do if very dear person or relative comes to the house and it's toxic person, it's bring separation and speaks negative words? What to do besides pray about that person? Yeah,
I'm a real firm believer that obviously in prayer, but we also have to be very practical. And I think at some point, an honest conversation needs to be had with them. И я верю в силу молитвы, но я верю также в практику, такие вещи, которые, может, искренняя беседа должна произойти с тем человеком. Now, sometimes it can feel very awkward and you might be afraid of disrupting or breaking that relationship. Иногда, может, чувствуешь себя как-то неуютно и боишься разрушить эти взаимоотношения. But I believe done in the right spirit and done with at the right time and the right way, that it will enhance the relationship. Но я верю, что если в правильное время, в правильном духе, что оно только возьмет эти взаимоотношения на новый уровень. And I think of it in the way of, you know, it's like if I really loved that person, I would want them to know the truth in love, so that because if that's happening in that situation, it could be happening in so many others. И если я люблю этого человека, я хочу, чтобы они знали истинную правду в любви, потому что это может происходить и не только здесь, оно может происходить где-то в другом месте тоже. So I guess always approach it with love and that it's for their best. И всегда подходите с любовью, это для них будет лучше, для ихнего блага. Yeah, not because I'm annoyed and I'm frustrated and I'm angry with them now. Не потому что я злюсь и мне не нравится это поведение. Because that will probably break the relationship. Потому что в этом случае они, наверное, разорвут взаимоотношения. But I hope that helps. И я надеюсь, что это вам помогло. А у вас в жизни был какой-то пример вашей личной похожей истории, когда приходилось как-то выстраивать здоровые границы с людьми, которые действительно были токсичными и не приносили никакого порядка, а наоборот беспорядок, но они твои родные, как будто бы с ними нельзя общаться, но приходится. Вот как вы свои границы здоровые выстраивали, если вы могли бы совсем вкратце рассказать пример? If you share your example for your own life, where you had to put Healthy borders with other people. Sorry, borders. Boundaries, healthy boundaries with people who are being toxic, and how practically what you did. Yeah. Yes. I guess, so one of the things that I do is I eventually, I'm not afraid to have those conversations, but I just need to check myself first before I have those conversations. Мне лично не очень нравится проводить такие разговоры, такие беседы, но мне самое первое, я проверяю себя. But there are also times where you have to have those conversations, but also put those boundaries around, because it's not just me, but it's also, the question was about their family, and it could be affecting their children and other people in their household. Но такие разговоры важно, чтобы они происходили, потому что это не только твои личные границы, но это твоя семья, твои дети, и оно влияет на всю семью. So I always think it's important to have honest conversations, not just with the person that you need to sort of put a boundary to, but even with those in your own household, to have an understanding about, do they realize the toxic stuff that's coming? И также, я думаю, очень важно говорить не только с тем человеком, который не знает границ, но также со своей семьей, чтобы они понимали, что правильно, что неправильно, и какие разговоры они могут быть во вред. And if it's my family, then empowering my family members and my children to know how to also keep toxic stuff away. И это, если мои дети, моя семья, то я хочу, чтобы они знали, как охранять себя от токсичных людей или от токсичного. Because I'm really big on empowering people. For example, bullying. Bullying has become an issue in Australia,
but rather than trying to, you know, keep all the bullying away, I just see bullying as part of life. И как вот есть такая проблема, буллинг, это запугивание в Австралии, это очень большая проблема, и я как вижу, что это как часть жизни. And so, yes, remove it, but also empower people to not accept it. Да, и его нужно убирать, но также вдохновлять людей, чтобы они не принимали это. And I believe in building resilience and strong people and strong children, for example, so that, because I'm not always going to be there to protect them and keep everything perfect. И я думаю, что очень важно, чтобы строить эту устойчивость в своих детях, потому что я не всегда буду там стоять за них. But if I can empower them and give them the tools so that wherever they go, they know what to do and how to carry themselves. Но если я могу вдохновить им и передать им эти инструменты, которые они могут использовать в своей жизни, чтобы стоять за себя, не разрешать токсичным людям влиять на их жизнь, это очень важно. I think if we can do that, we've done a good job. И я думаю, если мы сможем это передать, тогда мы сделали очень хорошую работу. And I think, Tina, you've done a great job today. You empowered us. You gave us so many wisdom and your light and your love. И люди столько говорят комплиментов вам и благодарят за эту чудесную беседу на такие различные темы. Yes, Tinechka, thank you so much for being very open with us and truly like reply all the questions. And thank you, beautiful ladies, Tatiana, for amazing time with you for the interview, and Ruslana for the translation. Спасибо огромное, Тина, за то время, которое вы провели с нами, за вашу открытость, за вашу честность в ответах. Танечке чудесной, которая сегодня сияла в кадре и принесла много красок в наши прямые эфиры. Руслане за не такой простой челлендж в плане перевода, особенно с Вакаром не так просто переводить, когда слишком много текста одновременно. Но спасибо тебе огромное, ты держалась, и у тебя очень красивые сережки. Половину чата заметила точно. Спасибо вам большое, очень рада была быть частью. Tina, one more time, thank you. Probably we will post your social media pages to the ladies who still have a question, or maybe they, if you like allow us, if they will have question, can they like message you? And да, дорогие женщины, те, кто не успели задать вопрос, мы выставим социальные сети Тины, и вы сможете напрямую написать ей и задать какие-то вопросы, она с удовольствием сказала, ответит. Тиночка, thank you so much one more time for your open heart, for serving at our conference, and you are truly woman of influence, and we're glad to have you here. And so you probably have already early morning, right, in Australia? Oh yeah, it's about 7. 7 a.m. Okay, your night was with us, right? Yeah. But no, wonderful start to the day. Thank you so much. Thank you to all the women, and I hope to see you again. Mm-hmm. Okay. Bye. Bye-bye. Bye. Так, дорогие, да, у Тины сейчас 7 утра. Так, сейчас мы... У нас почти начался следующий день в Украине.